А, Всем привет. Видео в этот раз будет немного необычное. Попробуем записать с голосом. Заодно проверим, что получится с гугловским автопереводом. Хочется сделать дорожку и англоязычную автоматически. Вот, и, соответственно, проверить, что там перевод будет хороший, нет. Ну и также, если, соответственно, среди зрителей есть англоязычные игроки, пожалуйста, в комментариях там расскажите, понравилось вам, не понравилось. Не скажу, что буду много делать видео, но, может быть, еще парочку потом сделаю, которые будут что-то рассказывать. Еще с чем немного необычно это видео. Ран-то я уже завершил довольно давно, но я готовил, соответственно, гайд, переводил его на английский, и теперь он доступен для англоязычных игроков тоже. Ссылку на гайд я приложу в комментарии к этому видео. Вот, и заодно сможете там посмотреть подробный билд этого персонажа, в том числе, как там и есть пара других моих билдов. Ну и этот я тоже расписал. Вот. Ну и так как это видео будет с голосом, тут немного будет болтовни. Посмотрим, как оно пойдет. Вот. Ну и также, так как ран я завершил довольно давно, на самом деле сейчас немного будем вспоминать, что как оно работает. Но я решил, что драка на арене на самом деле достаточно подходящая будет. У нас тут много будет драк. Я прошел, по-моему, только прологовские драки, чтобы получить доступ к арене самой. И теперь будут драки уже основные. Что у нас тут интересного? Значит, в принципе, персонаж уже заприбафан. Собственно, по книге можно посмотреть. Все, что серенькое, это прибафы там уже потрачены на персонажа. Много прибафов полезных от Лича осталось, когда мы перешли в дракона. И там в основном, естественно, весь контроль, который еще остался. Также я хотел, так сказать, показать один абьюз, который, в общем-то, известен с 2021 года, но не всем и не всегда. Вот, но, так сказать, уже раз видео с голосом сделаем, покажу его. Он связан с этим молоточком, который мы получаем в конце квеста силы, который дает 3 типа бафов. В описании указано, что якобы бафы будут удаляться при переделывании конфигурации, но на самом деле, естественно, этого не происходит. И с 2021 года с АВКТ это так и не исправили. То есть как это работает? Вот молоток, у него есть 3 чарджа, и они зависят от количества, соответственно, того, сколько колец и амулетов у нас есть. Вот у меня сейчас экипированы все кольца и амулеты. И амулет, соответственно, я получил вот этот бонус за все полные слоты. Дальше я, допустим, снимаю одно кольцо и применяю молоток еще раз. Что должно произойти? Соответственно, первый бонус должен уйти, второй бонус добавится. Но на самом деле нет. Бонус сохранился и добавилась плюс 1 атака за минус 1 кольцо. Убираем второе кольцо. Прожимаем это еще раз. И вот, пожалуйста, соответственно, в итоге у нас получается 3 бонусные атаки, да? Тут одна основная, одна за ускорение. Ну, за Divine Power, если быть конкретным, и 3 атаки за этот молоток. И, собственно, дальше, одевая кольца назад, мы никакие бонусы не теряем, атаки не теряем. Ну, абьюз старый, на самом деле, но, может быть, вы о нем не знаете, может быть, полезен. Вообще, я его практически никогда не использовал, я даже не знаю, может, там, если можно ли его передавать, я думаю, что можно между персонажами этот молоток. Кажется, что игре пофиг на это.
Что еще? Значит, здесь немножко у меня сломался, ну, это неизбежно, при переходе в дракона сломался экран. Экран выбора мифических левелов, ну, что есть, то есть. Самое главное, что здесь, на этом этапе, значит, я разгонял школы воплощения, разрушения, иллюзии. И здесь, в конце, я взял еще раз воплощение, чтобы ее зациклить. Вот, и, соответственно, получить туда бонус. Можно было на этом персонаже взять в этот момент преграждение, чтобы использовать вот этот полезный баф. Но, на самом деле, я сейчас покажу. В общем-то, если мы по-хорошему прожимаем наши бафы все на 10 минут, которые у нас тут уже будет прилично. Уже будет, соответственно, приличная DC. Я сейчас прожал, соответственно, песню. Выпили наш континоген на инту и мудрость. И вот у нас теперь 54, это Extended и Persistent. В общем-то, в принципе, прожимаем ее. И не обращать внимания, тут мне лень снимать маску, она как бы якобы условно прыгает туда-сюда. Ну и все бафы у нас на 24 часа. В общем-то, что я не использую, значит, какие заклинания остались? Я оставил Mirror Image, будем прожимать, естественно, по ходу того, как он у нас будет теряться. False Life оставил их на последний бой. Это единственные селф-бафы, которые оставлены, они нам понадобятся для соответственно финального боя. Одна из проблем этого билда, конечно, это Repulsion плюс форма дракона, плюс всякие невидимости и так далее. FPS танчится прилично, но посмотрим. Думаю, что все будет нормально. Ладно, все эти вещи будем скипать. Как вы заметили, соответственно, 54 хватает, ну, в общем-то, для всех врагов практически. Там будут моменты, когда этого DC будет не хватать, но в основном все в порядке. В общем-то, когда я играл игру, в общем-то, в пятом акте нужно так и бегать, даже особо там какие-то скиллы не применять. Просто под... Так, здесь у нас у этого чувака фишка в том, что у него 3 генерации, которые серебром отменяется. У меня есть заклинание заготовлено под это, надо только не забыть снять наш перевод в One Holy урон. И у меня... Ага, вот он. Надо еще вот этот баф применить, который работает от... Сколько он нам дал? Ладно, короче, видимо, эти самоны не посчитались за трупов, но тут все равно трупов на арене легитимных не особо много, поэтому... Чтобы этот баф нигде не прожить там по-нормальному. Ладно, убиваем этого чувака. Этим заклинанием. Это, наверное, единственная его полезная история, то, что он серебром наносит урон. В остальном заклинание парашное. Тут, честно сказать... фишка этого чувака в том, что у него есть там специальная тема. Lucky Dice, ее Fate Favorite. Там накапливает приличные
истории с постоянной двадцаткой. Ну да ладно. Соответственно, на двадцатке ему там довольно сложно прокнуть провал. Ну, нам, в общем-то, пофиг. Да, еще одна, естественно, очевидно, мега упрощающая арену шмотка — это вот эта маска, которая раз в раунд возвращает. Даже не раз в раунд, я вру. Так. Да, он просто написал полторы на абилити. Если, короче, делает обратку заклинания, это жесть. Ну, особенно соло забеги. Ну, естественно, это уже самый финал игры, по сути. Где ты единственная цель, твой персонаж, поэтому, естественно, все целятся именно в тебя. Заклинания возвращаются. Творятся страшные вещи. Гиммик этой драки — это... Вот это чудовище. Но, опять же, я думаю, что мы его просто не заметим. Получили первый трофей, но, в принципе, нам пофиг на него. Честно сказать, не помню уже, что это за враг, насколько он силен. Давайте мы его просто... Ну, уже нет защиты? Нет защиты к стану, отлично. Локация тоже интересная тем, что, например, хватку мы положили, хватка остается. Туман мы положили, туман пропал. Даже не буду пытаться понять, что здесь за логика. Если я не ошибаюсь, вот эти ребята... И Мунгстауна у него есть. Кстати, не вижу вот у него иммуна к урону, но эти-то ребята точно иммунны к урону, правильно? Да, их не уронить. Вот этого чувака можно... Ну, скастуем на них облако, а там посмотрим. Облако действует, все в порядке. Ну, кстати, по идее, кастуется хилка, которая наносит мне урон, но... Так как я нежить. Этим персонажем играл нежить, но... Да, достаточно легко играть нежить в соло. Когда не нужно заботиться о том, что разные типы энергии у себя и у команды. Это, по-моему, тоже достаточно простая драка. Здесь просто сейчас развалим все пилоры. Руками тут даже можно ничего не кастовать особо. У нашего персонажа получается нет иммуна только к звуку и к холоду, но я он обкастовался этими защитами. Так что нам тут, в общем-то, элементальные все насрать. Но при этом, как видим, хватка работает.
Victory is yours. Are you ready to let's Ну и попробуем пройти сейчас всю арену без отдыха. Хотя бы, чтобы немножко, так сказать, сделать ее посложнее. Ну что, на репульш на него, конечно же, подействовал. Тут за ним еще кто-то есть, судя по всему, в тумане, но хрен поймешь. Ладно, скастуем хватку и посмотрим, как пойдет. Упал. Его развалились. Пару ударов. Видите, Репульшин просто творит. Поэтому вполне можно было сделать его еще сильнее через Арсенал, с другой стороны, достаточно и текущий. Арсенал в целом come for не то чтобы дико нужен, но see в зависимости от персонажа иногда это самый оптимальный вариант, то что выбрать. Ну, зависит от того, чего не хватает, что нужно разгонять. Так, тут 4 каких-то гаврика, если... Так, у него есть героизм. Тут нет. Тут еще один героизм. Я уж думал, жуть их шмальнуть, но... Так, защита ко всем дрейнам. В принципе, практически... На самом деле, это точно должен быть иммун к трипу, но, опять же, я его не вижу. Ладно, пробуем так. Упал? Упал. Этот... Или пропустил. Ну, не вижу, если честно, может быть... По идее, он должен падать, но не падает. Можно, конечно, посмотреть, это что у нас? Inevitable. Ну, как видите, DC достаточно более чем. Иммуны это то, что, конечно, представляет небольшую опасность you never для мага. to Так, us, great one. This trophy will be let's see еще одну полезный трофей получили. Но оденем его чуть попозже. Так. Это хватка, если я не ошибаюсь, с тварями внутри. Поэтому мы тут не будем мелочиться. Сделаем полный контроль. Потому что они будут вылезать, я там не помню уже, честно говоря. И типа демонов там внутри сидят. Но хватка плюс облако должны более-менее... А еще и репульшит, конечно же, действует на них. Ну, в целом они появляются, и он что он там падает сразу. Под облаком, под репульшином. Видел, что у меня анхули выключен, конечно. Ну, кстати, лол. victory Походу, is yours.
Let's see. Этот друг у нас остался или это просто анимация? Нет, он живой, по-моему. Сейчас узнаем. Это, кстати, первая, наверное, тяжелая драка. Относительно у этих чуваков иммуны практически ко всему. И тут во второй фазе сейчас еще появится Анку, которые просто отвратительные. Отвратительные друзья. Поэтому мы, наверное, шарахнем Вейердом. Все, они все тут. Анку вообще очень хорошо защищены. У них практически ко всему неуязвимость. Вот еще одна замечательная вещь, которую мы тоже получаем в конце квеста силы. Это вот этот род Грандмастера, который позволяет пробивать неуязвимости. А, все, вот последние анку появились. И теперь чуть-чуть дадим им подойти. Все вот в этом кругу. И поэтому наш Верд просто пробивается. Is yours. Are you ready to charge into battle yet again? Let's see how you... Все больше и больше каких-то чуваков, которые остаются с предыдущей драки. Драка триггерится новая. Это очень интересно, конечно. Ладно. Ну, Harvest, в принципе, довольно прикольная и прикольная драка с прикольным сетапом. Это возможность нам поюзать наши АОЕ заклинания. Заодно, может быть, поубиваем, наконец, оставшихся здесь с предыдущих драк. Гавриков. Урона, опять же, у персонажа куча. Очевидно. Нам был гейммаг. Много чего может делать. Так, сюда куда-нибудь. Вот этот лучник, помню, настреливает. Он тут очень нехороший, надо бы его убить, но сначала мы соберем, убьем всех гавриков, которые дают нам бонус. Я понял, в чем дело. У этих, по-моему, гавриков у них там какая-то регенерация, нет? Ладно. Так, все, он наконец перешел в финальную фазу. У него 23 чарджа, неплохо, неплохо. А у меня 15. Как так? Видимо, не супер хорошо всех убили. Мы всегда можем просто, конечно, сколько у него тут? Ого. Плохой у него дебаф получается. С другой стороны, у нас тут тоже все прокачано. Так, у него есть какие-нибудь защиты? Да, особо нет. Ладно, тогда нажмем Persistent. И с устойчивой метамагией пробьем. Ага, пробили. Пробьем его жутью. Victory is yours. Are you ready to charge into battle yet again? Oh, yes. Сейчас немножко переоденемся. Так. В принципе, наверное, одна из последних таких важных шмоток в этой игре это этот амулет, который чуть-чуть еще бафает наш. Так, я обратился до конца. Интересно, почему игра не позволяет мне переодеться? Может быть, она считает, что я все еще в бою из-за того,
Гаврика случайного. Надели наш амулет. Здесь, по-моему, пара сейчас будет достаточно трудных файтов, хотя я, честно говоря, уже не помню. Так, у нас full хп. Все, я вспомнил, в чем там будет фишка. Там будут монахи. Они довольно неприятные ребята. За счет того, что у них там неприятные защиты. Поэтому мы сейчас восполним наши верды. Они нам понадобятся. Чтобы просто не волноваться о том, что гаврики могут что-то заблочить. И можно, конечно, условно нормально разбираться, но не хочется. Кстати, плюс когда мастера, ты в крайнем случае, скажем так, в любой непонятной ситуации можешь просто прожать волшебные кнопки, которые обо всем позаботятся. We will be victorious. Вот их фишка в том, что Shadow клоны, и они вот восполняются, у них куча иммунов. Сами статы у них не то чтобы там большие, но опять же, ладно, не будем страдать. И просто вынесем их. Так, ну и все. Остался последний оппонент. Финальный босс. Плюс вот этот... эти лучники, которые просто выживают somehow. Так. Если я не ошибаюсь, у нас еще будет время прожать. Все наши... Или нет, она сейчас появится. Мгм. У него, кстати, по-моему, даже нет... Нет даже героизма на нем. То есть никакой защиты от Верды у него нет. Там, естественно, у нас есть вот эта вот дурацкая тема с случайными вещами всякими, но опять же прожимаем устойчивый, жуть, захватить обоих, убиваем. Почему этот арчер не умирает? Волшебный какой-то, ладно. Так, сейчас, естественно, фишка этого чувака в том, что меня ударит его проклятие на 1000 хп. Но так как мы дракон, у нас есть вот эта вот замечательная тема, которая дает нам чарджи, которые снижают урон в 2 раза. И у меня еще куча этих, которые мы сейчас все прожмем, чтобы у меня было больше хп. Обычно, естественно, я бегаю уже под всякими ложными жизнями. Вот, соответственно, он выл, но я... Или все-таки эта штука меня достала? Так, 550. Директ урона. На удивление, игра забрала у меня контроль.
Ладно, ждем, пока персонаж придет в себя. Чем я там? Сказать, даже не знаю, какой баг у меня сейчас забрал. Управление перс. Что-то очень интересное происходит, но, как видите, эта арена довольно багующая. Но этого Гаврика наш персонаж запинает и без всяких дополнительных заклинаний, очевидно. Defeated, all right. You even accept this well-deserved reward for yes, centuries ago. Now, thank you. Ладно. На самом деле персонаж получился довольно сильный, как с точки зрения физурона, так и магии. Я при выборе 9-го мифика на драконе взял оба мутагена. И, соответственно, когда проходил 5-й акт, туда-сюда менял. Иногда прожимал мутаген на силу и просто бегал, больше мутузил всех. Иногда прожимал мутаген на кантонаген на инту и, соответственно, больше использовал заклинания. В общем-то, практически любого босса персонаж выносит за один раунд через магию, либо через физурон. Получилось довольно неплохо. Я знаю, что, в общем-то, можно было там каким-нибудь BFT на 20 это проходить и получить более сильного персонажа сейчас здесь с бонусами BFT на все эти полиморфы и так далее, оно бы дало большие числа тут. Но очевидно, перс справляется и так. И у нас вот тут Wizard, Loremaster. Соответственно, вот эти 3 дипа в конце. Ну, основа вот эти 17 уровней. Да, опять же, у нас вот сейчас я даже в этом бою не прижимал песню, которая еще есть, которая еще бафает, ну, это обычно. Уже на каких-то конкретных там боссах, так чтобы не следить. И, соответственно, вот такая история. Ну, подробное описание перса и в целом текстовые там похождения, которые я писал более подробно, можно будет найти в гайде. Гайд в Steam опубликован пару дней назад. Соответственно, с выходом видео я там уже все эти финальные штрихи довнесу. Можно будет почитать для русскоязычных зрителей, да, и, соответственно, читателей гайда. В русскоязычный гайд я тоже через пару дней добавлю билд. Естественно, все похождения переводить уже не буду. Но, соответственно, просто сам билд сможете там найти. Ну, наверное, все. Так, что дальше? Хз. Пока, честно говоря, поигрываю другие игры, но я вообще хотел завершить свой ран саммонером. Там тоже может быть довольно интересно, посмотрим. Может быть, поделаю пару видео, если там драки будут хорошие. Честно говоря, персонаж там вообще пати, естественно, и там пати получилось очень сильно. Буквально снус лест уже в 3-м акте, хочется спать. Но постараюсь, может быть, собраться, продраться, потому что там будет пара хороших драк. Пара интересных драк для саммонов, где я не уверен, как саммоны себя покажут. Хочется это потестить.
Ну и завершить там тот ран. По нему, может быть, тоже будут какие-то видео, пока хз когда. В любом случае, спасибо, что зашли, посмотрели. Надеюсь, было фан. Ну и удачи, Pathfinder.